حرف التاء. Приветствую всех на своем канале. Сегодня я расскажу о том, как я сделал эту анимацию. Для этого мне понадобились маркеры, карандаши, калька, много листочков для заметок и специальная подсветка для флипбука. Итак, начнем. Для начала вырезаю кальку по размеру листочков. На кальке размечаю линии движения для основных объектов будущей анимации. По сценарию у меня два шарика и лодочка. Для лодочки рисую отдельный трафарет на кальке. На основной кальке рисую траекторию падения этого элемента. Проверяю, исправляю неточности и закрепляю основную кальку на подсветке при помощи клея и карандаша. Затем накладываю белые листы друг за другом и начинаю рисовать саму анимацию. В процессе пользуюсь вспомогательными линиями на кальке, которые достаточно хорошо видны. По сценарию шарики сначала выкатываются в центр и врезаются друг в друга. Затем после небольшого спора начинаются прыжки. Здесь использую вертикальные линии на кальке. После прыжков начинаются толкания, врезания и заканчивается все это сильным столкновением. Тут сверху появляется новый объект. Его я рисую, подкладывая отдельный шаблон из кальки. Так как шаблон передвигается то влево, то вправо, приходится менять положение рамки. Для этого просто переворачиваю подсветку для флипбука.
По сценарию шарики исчезают с экрана, а затем вновь появляются, когда лодочка уже остановилась. Они вновь выкатываются, запрыгивают на лодочку и начинают кататься. И, наконец, финальная сцена. Шарики скатываются, врезаются и зависают в воздухе, образуя тем самым арабскую букву «Т». Итак, все готово. У меня получилась вот такая стопка листочков. В общей сложности не менее 500 штук. Для монтажа анимации на заранее подготовленный фон я выкладываю листочки один за другим и фотографирую. Затем обрабатываю получившийся материал в видеоредакторе и там же монтирую озвучку. Итак, посмотрим еще раз, что в итоге получилось. حرف التاء